Мои дорогие мастерицы, вы на канале Светланы Лосевой, и сегодня я хотела бы сделать обзорное видео по моделям, вязаным моделям джемперов, которые я публикую во вкладке сообщества, и, в общем-то, они не всем доступны странам, потому что это одноклассники. И по многочисленным просьбам вас, девочки, я сейчас вам покажу моделечки со схемами, которые я сама рисовала к некоторым моделям из интернет-бутиков. Значит, вот такая у нас есть шикарная, красивая модель джемпера с высоким воротом, да, которая связана по классической выкройке. Узоры очень простые, незамысловатые, легкие, дизайн невычурный, вертикальные узоры. И вот это очень благоприятное сочетание для вязания на большие размеры, вязать хорошо из тонкой шерсти. Такой модель. Вот обратите внимание, как выглядит в увеличенном виде этот джемпер. У нас по классической выкройке вяжется отдельно спинка, перед, два рукава, и затем все детали сшиваются. И затем уже в процессе сборки на круговых спицах мы вяжем высокую планку по вырезу горловины. Вот здесь хорошо это видно. Высокая планка высотой 20-25 сантиметров, если вот как тут двойного сложения. Вот такую выкройку я рекомендую использовать. Ставьте свои, девочки, размеры и, в общем-то, делайте расчет. Под видео выложу вам ссылку на бесплатный видеоурок по расчету джемпера. Очень доступным языком рассказываю, как считаются петли и как считаются ряды, как сделать скос, сколько петель отвести на вырез горловины и так далее. То есть, пожалуйста, обратите на это внимание, на эту информацию. Теперь про пряжу. Конечно же, прежде чем приступать к расчету, нужно определиться с выбором пряжи. Подходит для данной модели любая тонкая пушистая пряжа в составе с шерстью. Конечно, шикарно будет, если это будет кит-мохер. Но у меня вот есть предложения более простые. На данный момент вот эта пряжа конкретно, она не дешевая. Вот, подорожало все. Это турецкая пряжа Ярнард Silk Royal. Она очень мягкая, в ее составе вискозный шелк и шерсть мериноса. Вот написан 50 грамм, 140 метров. Второй бюджетный вариант – российская пряжа, белорусская, фабрики Камтекс, серия Классик. И в 300 метрах, и в 100 грамм у нас 300 метров. Ну и самое главное – это, конечно, схема. Вот она сейчас перед вами, я нарисовала. Схема 33 петли у нас раппорт составляет, и вот так она выглядит. 18 рядов, в составе узора 2 мотива. Правый – аранская бабочка, и левый – плоский сложный жгут со ступенчатыми перекрещиваниями. Вот таким образом, вот такое мое предложение. Спинка вот показана, тоже связана узором, так же, как и перед, одинаково вяжется. Рукав с окатом. И вот еще картиночки вам полистаю для лучшей визуализации. Вот такая у меня моделька. Так, сейчас по второй модели вам покажу. Изумительный небесный джемпер с красивыми узорами на рукавах, которому я нарисовала схему. Вот такая интересная модель. Мое предложение многих, я знаю, заинтересовало на YouTube, и я вот вам сняла это видео обзорное. Джемпер от дизайнеров Shein
Сегодня у нас будет рекомендация по выбору пряжи. Конструктивно модель является со спущенными рукавами, свободного кроя, подходит на разные размеры, возраст. Используются плотные узоры. Вяжется такая модель отдельными деталями. Спинка, перед и 2 рукава. И затем все это сшивается, собирается. Вот такая выкройка мною предложена для вязания. Небольшой окат у нас используется у рукавчика, такой чисто импровизированный. Вот так она сзади выглядит, эта модель. Такой же у нас горизонтальные полосочки, узор по спинке переду и красивый плотный узор на рукавах. Красиво оформлен вырез горловины, обратите внимание. Высокая планка, ориентировочно одинарная, причем где-то на 12-15 сантиметров высоту вязать резиночкой 2 на 2. Так, и вот самое главное, это схема рукава. Схема рукава. Раппорт у нас составляет 8 петель, 16 рядов, то есть в шахматном порядке вяжутся вот эти условное обозначение. Смотрите, самое главное условное обозначение — это вот такая галочка, и внутри написано 5 лицевых. Да? Знак с цифрой 5 внутри означает, что из одной петли мы вывязываем 5 лицевых, а в 7 ряду 5 петель провязываем одной лицевой петлей. То есть вот этот знак наоборот, галочка, здесь мы уже их объединяем. И вот укрупненный вариант рукавчика, здесь это хорошо видно. Вот таким образом вяжется данный узор. Очень хорошо смотрится. Дальше у нас идет с вами пряжа, разбор пряжи. Предлагаю турецкую пряжу фирмы Этрофил по лицензии Италии, Белграда, альпака плюс мохер. В составе 10% кид-мохера, 5% бэби-альпаки, 55 полиамид и 30% вискоза, 50 грамм, 150 метров. Идеально подойдет. Вторая пряжа российская, опять белорусская, Комтекс, серия Классик. И еще я хотела предложить турецкую пряжу Merino Deluxe 50. Очень красивый ярнард. Очень красиво смотрится, объемный получается узор, красиво, хорошо смотрится в вязаном полотне. Я сама лично люблю эту очень пряжу. 100 грамм у нас 280 метров и состав у нас полушерсть. Так. Конечно же, возможно, у вас есть свои варианты пряжи, любимые какие-то предпочтения. Пожалуйста, можете использовать все, что вам хочется. Так, и, в общем-то, все, мои дорогие. Обзор второй модели я заканчиваю на этом. И сейчас будет третья модель джемпера. Таким образом у нас выглядит третья модель. Порхающие бабочки такие у нас на фоне лицевой глади. Очень красиво смотрится. Эффект летающего такого ажура, вертикальный, очень стройнит, бесподобный и очень простой узор. Вот что я бы сказала. В бежевом цвете, вы знаете, вот в этом году, в наступающем 2024, такой узор будет крайне популярный и вообще во многие времена популярен. И самый главный цвет пряжи подобрать. Все оттенки бежевого, кофейного цвета очень модные. Теперь про выкройку опять рекомендую классику для данной модели. Тоже отдельными частями вяжется перед, спинка и 2 рукава. И затем сборка идет. Так, вот укрупненный вариант узора показываю. И вот у нас самое главное, это схема. В раппорте схем 16 петель ширина и 12 рядов высота раппорта. Условное обозначение у нас круг – это накид, вертикальная черта –
это лицевая, горизонтальная черта, изнаночные петельки. И вот эти вот треугольники – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все. Еще раз покажу вам эту модель. Очень красиво. Про пряжу опять-таки вот такие вот вам варианты я рекомендую. Белорусскую Камтекс в 100 грамм 300 метров. И все аналогичные пряжи, которые я вам в других моделях рекомендовала, тоже шикарно подходят. Так что, девочки, берите себе на заметку, видоизменяйте. В принципе, модель с рукавами реглан будет шикарно смотреться таким узором, да. Так что, мои дорогие, до новых встреч. Вот такие 3 варианта джемперов я для вас подготовила в сегодняшнем видеообзоре.